Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске сильнейшие за последние 2 десятилетия наводнения на Гавайях, последствия тропического циклона Норелли в Австралии, масштабное ДТП в Ростовской области и многое другое. Гавайские острова столкнулись с крупнейшим за последние 2 десятилетия ударом стихии. Экстремальные ливни, принесшие в отдельные районы более 450 мм осадков всего за 48 часов, спровоцировали катастрофические наводнения и оползни на островах Оаху и Кауаи. Наиболее критическая ситуация сложилась на северном побережье Оаху в районах Халеева, Вайалуа и Мокулея, где за сутки выпало несколько месячных норм осадков, что привело к мгновенному затоплению жилых массивов и полной изоляции населенных пунктов. По словам губернатора Джоша Грина, масштаб бедствия является беспрецедентным за последние 20 лет, а предварительный ущерб инфраструктуре уже оценивается в сумму, превышающую $1 миллиард. Положение усугубилось критическим подъемом уровня воды в плотине Вахиава. Угроза ее прорыва заставила власти объявить экстренную эвакуацию тысяч людей, находящихся в зоне возможного затопления. Спасательные службы в авральном режиме вывозили сотни жителей, в том числе снимая их с крыш затопленных домов, в то время как по всему штату около 25 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения из-за шквалистого ветра и падения опор ЛЭП. Не менее тяжелая обстановка сохраняется на острове Кауаи. В районе Хонолеи мощные оползни заблокировали основные магистрали, а вышедшие из берегов реки повредили мостовые переходы, отрезав целые общины от внешнего мира. Несмотря на колоссальные разрушения и сотни людей, размещенных во временных убежищах в школах и общественных центрах Гонолулу, сообщений о погибших на данный момент не поступало. Экстренные службы продолжают работу в зонах бедствия, призывая население оставаться на возвышенностях до полной стабилизации гидрологической обстановки. Смертельное ДТП произошло вчера на 33-м километре трассы Ростов-Таганрог. Из-за лопнувшего переднего колеса бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 легковыми автомобилями. Затем он опрокинулся, бензин разлился и загорелся. Огонь моментально перекинулся на поврежденные машины, превратив участок дороги в пылающий остров площадью 200 квадратных метров. Над трассой поднялся столб густого черного дыма, который был виден за многие километры, полностью перекрыв видимость другим водителям. Очевидцы из числа проезжавших мимо водителей рассказывали, что некоторые машины были полностью объяты пламенем, другие оказались сильно искорежены. Из поврежденных автомобилей людей извлекали сотрудники экстренных служб. К сожалению, без жертв не обошлось. 3 участников аварии погибли на месте. Еще 4 пострадавших с серьезными травмами экстренно доставили в больницу, где за их жизни сейчас борются врачи. Суббота стала для жителей Омана настоящим испытанием на прочность. Мощный шторм, пришедший со стороны Кипра, обрушил на восточную часть султаната колоссальное количество осадков, превратив столичные улицы Маската в бушующие реки. Городские системы водоотведения мгновенно сдались под напором стихии. Центральные районы, парковки и низины оказались затоплены, а движение транспорта было практически парализовано из-за резкого разлива Вади. На фоне разгула стихии интернет облетели трогательные кадры спасения братьев наших меньших. В одном из районов Омана маленькая собака оказалась посреди бурлящего потока. К счастью, на помощь пришел местный житель. Мужчина, не раздумывая, бросился в воду и выхватил перепуганное животное из лап смерти. К сожалению, для людей ситуация остается крайне серьезной. Службы гражданской обороны работают в авральном режиме. Только за вторую половину дня спасатели получили десятки вызовов, эвакуировав более 30 человек из затопленных домов в Маскате. Сообщается и о трагических случаях. Несколько автомобилей были смыты потоками воды в провинции Южная Эль-Батина, что привело к человеческим жертвам. Власти настоятельно просят жителей не испытывать судьбу, не пытаться пересекать залитые дороги и по возможности оставаться в безопасных местах, так как нестабильная погода с грозами и градом, по прогнозам метеорологов, задержится в регионе еще на несколько дней.
пятницу индонезийский вулкан Семеру решил показать, на что он способен в активном режиме. Утро для жителей восточной части острова Ява началось со зрелищного, но тревожного шоу. По склонам горы сошел мощный пирокластический поток. Это не просто лава, а стремительная смесь раскаленных газов, пепла и обломков, которая пронеслась вниз по руслам рек на несколько километров. Над вершиной поднялся густой серый столб дыма, который ветер быстро разнес в сторону соседних деревень. Сейчас на Семеру действует 3-й уровень опасности. Это значит, что туристам и местным жителям лучше любоваться горой на расстоянии не менее 5-13 километров, особенно вблизи рек, куда может стечь горячая масса. Вулкан понемногу успокаивается, но ученые советуют не расслабляться. Семеру парень непредсказуемый и любит преподносить горячие сюрпризы. В турецкой провинции Шырнак весна решила показать свой суровый нрав. Сильные ливни, не прекращавшиеся несколько дней, переросли в настоящее наводнение. Больше всего досталось городку Касрик, где местная река, не выдержав напора осадков, вышла из берегов. За считанные часы центральные улицы района Касрик превратились в бушующие реки. Потоки воды оказались настолько мощными, что подтопили десятки жилых домов, заставив людей спасать имущество и перебираться на верхние этажи. Муниципальные службы работают в авральном режиме, пытаясь расчистить забитые ливневки и укрепить береговые линии, чтобы вода не пошла дальше. Местные власти призывают горожан сохранять бдительность и не приближаться к руслам рек, пока уровень воды не вернется в норму. Несмотря на масштаб бедствия, сообщений о пострадавших пока не поступало. Тропический циклон Нарелли нанес серьезный ущерб северу штата Квинсленд, пройдя через полуостров Кейп-Йорк. Разогнавшийся до устрашающей 4-5 категории, циклон обрушился на север Австралии с порывами ветра до 270 км в час. Это была настоящая стена из ветра и воды, которая пронеслась через полуостров Кейп-Йорк, оставляя за собой поваленные леса и пустые глазницы разрушенных зданий. Основной удар пришелся на Локхарт-Ривер и Коэн, места дикие и труднодоступные. Ветер вырывал деревья и обрывал провода, погрузив поселки в полную темноту. Реки, такие как Арчер-Ривер, мгновенно вышли из берегов, превратив дороги в непроходимые болота. К счастью, обошлось без погибших. Суровые жители оказались крепче шторма. Люди заранее забаррикадировались в бетонных домах, стальных контейнерах и даже специальных подземных бункерах. Когда циклон стучал в двери, Кейп-Йорк просто затаил дыхание. Сейчас циклон немного выдохся, сбросив мощь до 3-й категории, и ушел в залив Карпентария. Синоптики предупреждают, набравшись сил над теплой водой, он может снова пойти в атаку, но уже на северную территорию. Пока же главной проблемой остаются размытые дороги. Многие поселки отрезаны от мира, и добраться до них можно разве что на лодке или вертолете. В перуанском регионе Уануко весенние дожди обернулись настоящим испытанием. Мощный циклон, пришедший в пятницу, превратил горные склоны в движущиеся потоки грязи и камней, которые не пощадили ни дома, ни дороги. Самые грустные новости приходят из района Санта-Мария-дель-Валье. Здесь стихия показала свой самый жестокий нрав. Бурный поток унес жизнь 3-летней девочки и буквально смыл с дороги 2 автомобиля и тяжелый грузовик. В секторе Пакайпампа почти 200 человек остались без крыши над головой и прямо сейчас остро нуждаются в самой простой помощи – еде, воде и теплой одежде. В соседнем районе Пинра ситуация не менее напряженная. Десятки семей вынуждены ночевать под открытым небом, так как их дома превратились в руины под натиском селевых потоков. Грязь и камни не пощадили ничего. Местное кладбище, школы и медицинские центры оказались погребены под слоем грунта. Подсчитывают убытки также фермеры. Урожай уничтожен, а мелкий скот погиб в паводке. Сейчас главная проблема – связь с внешним миром. Оползни заблокировали все подъездные пути, поэтому спасательная техника и грузовики с гуманитарной помощью пробираются к пострадавшим с огромным трудом.
Бригады спасателей работают на пределе возможностей, пытаясь расчистить завалы и вернуть жизнь в разрушенные поселки. На Сахалине в очередной раз доказали, рыбацкое братство – это не просто слова, а реальная сила. В четверг в Корсаковском районе развернулась настоящая драма со счастливым финалом. В популярном местечке Мальки один из рыбаков вместе со своим снегоходом внезапно ушел в свежую трещину. Десятки рыбаков, находившихся неподалеку, среагировали мгновенно и из ледяной каши вытянули мужчину. Но на этом спасательная операция не закончилась. Бросать технику в море сахалинцы не привыкли. Оперативно подогнали подмогу, зацепили тонущий снегоход и общими усилиями вытащили его из ледяного плена. Обошлось без серьезных травм, если не считать промокшей одежды и порции адреналина. Тем не менее, на снегоходах в марте все же лучше быть поаккуратнее. Жителям и гостям иракского Наджафа пришлось сменить привычный ритм жизни. Мощный циклон обрушил на город такие ливни, что ливневые системы просто не справились с объемом осадков. За считанные часы большинство городских улиц превратились в настоящие каналы, заставив водителей почувствовать себя капитанами катеров. Особенно досталось важным транспортным узлам. Под воду ушли эстакады в районе больницы Аль-Садр, а стратегическая дорога, ведущая к аэропорту, стала практически непроездной. Путешественникам пришлось изрядно понервничать, пробираясь сквозь глубокие лужи, чтобы успеть на свои рейсы. Стихия не пощадила и местный бизнес. Вода заглянула на городские рынки и в торговые лавки, заставив владельцев магазинов в спешном порядке спасать товар. Сейчас городские службы Наджафа работают в авральном режиме, откачивая воду с затопленных участков. А полиция просит автомобилистов по возможности оставаться дома и не испытывать судьбу на подтопленных развязках. Пятница выдалась для жителей округа Магетана на Восточной Яве по-настоящему мокрой. Экстремальные тропические ливни, которые лились стеной несколько часов, превратили уютные улицы и рисовые поля в бескрайние озера. Система водоотведения просто не справилась с таким напором стихии. Вода поднялась настолько быстро, что во многих районах Магетана жителям пришлось в спешном порядке спасать ценные вещи и перебираться на возвышенности. Бурные потоки не ограничились дорогами. Они хлынули в жилые дома и общественные здания, неся с собой ил и мусор. Спасатели и волонтеры оперативно вышли на помощь, используя лодки и подручные средства для эвакуации тех, кто оказался заблокирован. Инфраструктура региона тоже прошла проверку на прочность. Из-за размытых обочин и затопленных низин движение транспорта в округе практически замерло, а на некоторых участках дорог сошли оползни. В четверг жителям Иркутска природа решила выдать двойную порцию красоты. Над городом засияла солнечная гала – гигантское светящееся кольцо вокруг Солнца, которое превратило обычное утро в фантастическую сцену, возникающую из-за игры света в крошечных кристалликах льда в атмосфере. Еще один необычный сюрприз поджидал на реке. Там заметили идеальный ледяной круг, который медленно вращался в воде, словно гигантская виниловая пластинка. Ученые объясняют это чудо без всякой мистики. На извилинах реки вода ускоряется и создает вращательный сдвиг. Этот поток подхватывает льдину и заставляет ее кружиться на месте. В процессе вращения ее края стачиваются, а неподвижный лед превращаясь в безупречно ровный диск. В различных районах Непала, включая долину Катманду, на фоне резкого ухудшения погодных условий в пятницу прошли дожди с градом. Небо затянули плотные облака, видимость на дорогах снизилась. Непогода вызвала перебои в движении транспорта и затруднила передвижение пешеходов. В отдельных районах отмечались сильные грозы, сильный ветер и осадки. По данным метеорологов, причиной стала активизация западного циклона в сочетании с местными воздушными массами.
Нестабильная погода в регионе сохранится и в ближайшие дни. Власти предупреждают о рисках усиления ветра, который может привести к падению деревьев, повреждению линий к электропередаче и срыву крыш. Жителям рекомендовано соблюдать осторожность, по возможности избегать поездок и оставаться в безопасных местах до улучшения погодных условий. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.